Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки-следочки. Связаны полностью спицами. На размер они у меня 37-38. Для вязания мне понадобится спицы номер 3. Пряжа у меня в этот раз Ализа Суперлана, классическая. 25% шерсти, остальное акрил. 100 граммах 280 метров. Вязать я буду в 2 нити, потому что тонковатая она. В 2 сложения. Значит, в процессе вязания деталей я буду измерять в сантиметрах. Вяжется очень быстро. Это у меня вот еще одна такая модель. Вперед можно связать любым узором. Вот здесь такие вот араны, косички, как их назвать. А я сегодня буду вот такие вот вязать. Ну вот все остальное в процессе вязания. Переходим к просмотрам. Вязание я начну с задней части, вот задника. Для этого на спице номер 3, как я уже говорила, я наберу 23 петли. И первый ряд провяжу все изнаночными. Провязываю все изнаночными. Кромочную тоже провяжу изнаночной. Следующий ряд, это у меня уже начнется узор. Это у нас лицевая сторона. Всю эту заднюю часть буду вязать по лицевой стороне лицевыми петлями, по изнанке изнаночными петлями. Значит, первую снимаю, одну петельку и провяжу, делаю один накид, одну провязываю и один накид опять. Расширять будем. Далее до конца провязываю все лицевыми и точно так же сделаю накиды в конце ряда добавки. Пришла в конец ряда, осталось у меня 3 петли на спице. Делаю один накид, одну провязываю лицевой, опять один накид, одну провязываю лицевой и кромочную провязала изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Здесь вяжем все по узору, изнаночными петлями вяжу, накиды изнаночными, все провязываю изнаночными. Провязываем изнаночными до конца ряда. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд опять вяжем с накидами, расширяем. Первую снимаю, вторую провязываю, накид, который у нас был, опять его провязываем, делаем новый накид, среднюю лицевую опять провязываем, опять накид и вяжем далее все лицевыми. И точно так же сделаем накиды в конце ряда. Значит, получается у нас с одной стороны 2 добавки по 2 накида и с этой стороны по 2 добавки. Всего я сделаю 10 добавок накидов у меня будет с одной стороны и 10 с другой. Всего 20, и было у меня 23 петли. Расширю до 43. 43 петли у меня будет. Так, довязываю ряд до конца. Так, что у нас здесь? Так, вот он был накид. Провязала его. Сделала новый накид. Средняя петля провязываю. Опять делаю накид. И оставшиеся 3 петли опять провязываю. Изнаночная сторона. Все вяжем без изменений. Все изнаночное. По лицевой стороне делаем накид, расширяем задник. Закончила расширять задник. На спице у меня 43 петли. Теперь далее я провяжу 8 рядов узором, который состоит из 2 рядов. Узор. Я им буду вязать и подошву, и вот нижнюю часть задника. Значит, первый ряд мы провязываем все петли теперь изнаночными. Первую снимаю, все провязываю до конца изнаночными. Так, вяжем до конца ряда. Переходим на изнаночную сторону. Второй ряд узора. Первую снимаю,
1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так провяжем весь ряд. Изнаночную провязали, 1 лицевая, 1 изнаночная петля, 1 лицевую провязали, 1 изнаночная. По лицевой стороне будем вязать все время изнаночными петлями, по изнаночной стороне так и будем вязать по узору лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем изнаночный ряд до конца, изнаночная, лицевая, изнаночная, и в конце у меня лицевая, и кромочную провяжу изнаночной. Так, перешли на лицевую сторону, опять все провязываем изнаночными. И далее переходим потом на изнаночную сторону, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная по изнанке. Так я провяжу 8 рядов, как я уже говорила. Потом перейду на пятку. Вяжем. Провязала я высоту 8 рядов. Вот так вот по лицевой стороне выглядит. Вот такая вот изнанка. Лицевые, изнаночные. Теперь далее разделяю вязание на 3 части. Сейчас буду закрывать петли вот этого вот задника пятки и перехожу на подошву. По высоте у меня 6 сантиметров. Так, 16 петель я взяла на боковые спицы, 11 петель я взяла на подошву. Эти первые 16 петель провязала. 11 петель у меня на подошве. Если нога широкая, можете взять больше, 13 петель, например. Так, теперь далее я продолжаю вязать по узору, точно так же, как я вязала вот эту вот верхнюю часть. Значит, это у меня лицевая сторона. Провязываю 11 петель, до 11 петли провязываю все изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петля. Я ее соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провяжу изнаночные. Перехожу на изнаночную сторону. Опять провязываю 10 петель, 11 соединяю. Здесь вяжем изнанку по узору. Первую снимаю. Что у нас дальше идет по узору? 1 лицевая, провязываю лицевой. Следующая 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так провязываю 10 петель, 11 соединяю. Если так пришла 11, соединяюсь петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой по изнанке. Все, перешли опять на лицевую сторону, опять вяжу все изнаночными и последнюю петлю соединяю изнаночной с петлей с боковой спицы. Ай, заговорилась. И по изнанке соединяю лицевой. Значит, так будем вязать, соединять все петли, пока не закончится, довяжем до конца, до самого соединим, а потом уже дальше будем продолжать вязать подошву. Так, нить плотная у нас, и узор очень выгодно смотрится, такой вот прям вот он набитый, плотный. Так, последнее опять соединили. Все, перешли на изнанку, вяжем по узору, соединяем. Закончила я соединять петли подошвы, пятки. Значит, теперь далее я буду продолжать вязать подошву до самого мизинца. Довяжу до мизинца, там сделаю убавки на мысок, но я сейчас сделаю несколько прибавок. Мне нужно расширить подошву, потому что это для меня узкая. У меня 11 петель сейчас. Если размер 36, 37, расширьте до 13. Если размер больше или широкая нога, расширьте до 17. Смотрите, вот я сейчас здесь наберу по одной петельке, потом плавно через 2-3 ряда еще по одной, и опять 3 ряда еще по одной. Довязала до мизинца и здесь сделала убавки. Значит, так, вяжу далее, продолжаю узором вязать. Это у меня лицевая сторона. По лицевой стороне буду прибавлять, можно и по изнаночной. Провязываю все изнаночными до конца.
Так, перешла в конец ряда, сделала одну добавку. И здесь по подошве я кромочные буду провязывать лицевыми. Так они будут лучше выглядеть поаккуратнее. Так, перешла на изнаночную сторону. Здесь вяжем все по узору. Значит, смотрим. Если здесь у меня была лицевая, вот добавленная петля будет у меня изнаночная. Значит, вот провязала ее. Далее вяжем по узору лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем ряд до конца. Предпоследняя вот добавка провязала, получилась изнаночная, и кромочная провязала я лицевой. Опять перешла на на лицевую сторону. Все провязываем изнаночными. Так, провяжу еще пару рядов, потом сделаю еще одну прибавку в начале и в конце ряда. Но при необходимости расширьте, ну, как я уже говорила, 15-17, если подошва широкая, например, или размер большой. В общем, расширим сейчас и провяжем нужную нам длину до мизинца. Так, кромочная у нас. Так, вяжем подошву. Провязала я до мизинца. Теперь буду делать убавки на мысок. По лицевой стороне буду делать убавки в начале и в конце ряда. Первую снимаю. 2 петли провязываю вместе. Изнаночной. Убавила. Далее продолжаю ряд вязать все изнаночными по узору. И в конце ряда также убавлю 1 петлю. Изнаночную сторону провязываем без изменений по узору. Убавлять буду по лицевой стороне. Убавлю до 11 петель. 11 петель, да, у меня будет. Останется 11 петель. Если размер маленький, убавьте до 9. Так, осталось 3 петли. 2 провязываю вместе. Убавила 1. Значит, сейчас что делаем? Вяжем, убавляем петли на мысок. Закончила я убавлять мыс. У меня сейчас на спицах 11 петель. Я сразу перешла на круговые спицы. Так, что дальше? Сейчас сразу замерить я хотела. Ширина вот по подошве у меня 8 сантиметров. И по длине до пятой 22 сантиметра. Это в спокойном состоянии. Растянется 2 сантиметра на растяжку. Пускаем. Так, теперь дальше что мы будем делать? Сейчас по всему верху на круговые спицы я наберу, по кругу буду вязать, наберу петли и 2 ряда провяжу 2, вот одна дорожка и вторая дорожка, 2 зубчика вот таких вот провяжу, потом перейду, буду вязать мережку. Значит, следим за тем, чтобы с каждой стороны у нас было одинаковое количество петель. Вот по подошве, по боковым частям у меня по подошве вот здесь сколько у меня 18, боковые части по 10, на заднике у меня получилось 22. У вас может быть другое количество петель, если длина подошвы была меньше или больше. Так, что я здесь еще хотела сказать. Крючком вытягиваю ниточку, под 2 дужки набираю петельку. Ага, отделить сразу вот начало мыска. Повесим маркер, или вот как у меня такое изобретение, красная нитка, чтобы потом легче было ориентироваться, не пересчитывать. Так, набираем петли, провязываем 1 ряд изнаночный, 1 лицевой, 1 ряд изнаночный. Так, продолжаю обвязывать вверх. Значит, я сейчас провязала вот 2 дорожки белым цветом основным. Теперь что дальше? Контрастным цветом я провяжу 2 ряда еще. Сейчас провяжу 1 лицевой и 1 изнаночный.
Подвяжу сейчас контрастную нить. Так, провязываем по кругу один ряд все лицевыми и один ряд изнаночными. Провязала контрастным цветом один ряд лицевыми, один ряд изнаночными. Далее третий ряд провязываем. Делаю один накид, одну петлю снимаю, не провязывая, одну провязываю лицевой, снятую петлю набрасываю на провязанную. Все, дальше опять один накид, одну сняли, одну провязали лицевой, снятую набросили. Так провяжем полностью весь ряд по кругу. Набросили, сняли, провязали. Один накид, одну снимаем, не провязывая нить за работой, одну провязала лицевой, снятую петлю набросила. Так, вяжем так до конца. Так, закончила я обвязывать накиды. Следующий ряд все провяжу изнаночными. Полностью по кругу все вяжу изнаночными. Накиды изнаночными и лицевые изнаночными. Так, довяжем ряд до конца. Все, на этом узор закончен. Вот такое вот дело получается. Теперь после желтого вот этого вот контрастного цвета я перейду опять на основной цвет. Мы же его не обрезали. И основным цветом провяжу один лицевой, один изнаночный, один лицевой. А потом уже перейду к передней части, к мыску. Значит, сейчас довязываем изнаночными до конца. Далее белой нитью провяжем 3 ряда лицевой, изнаночный, лицевой. Вяжем. Закончила я делать обвязку. Вот примерила на манекен, чтобы было лучше понятно. Значит, после мережки я провязала 1, 2, 3 ряда лицевой, изнаночный, лицевой. Сейчас перейду на мысок. Вот так вот это все выглядит. Так, мысок у меня начинается 11 петель. Я мысок расширю до 15. Расширю до 15 и потом буду вязать вот этим вот буклированным узором. Значит, сейчас провязываю изнаночными петлями петли мыска 11 петель, и сразу же в первом ряду я сделаю по одной добавке. Первую провязала изнаночной. Куда я тут заехала? Одну добавлю, остальные провязываю изнаночными, и в конце ряда сделаю еще одну добавку. Так, это у нас получилось 13. И еще один ряд я провяжу по лицевой стороне. Так, осталось 2 петли. Одну добавила. И последнюю я буду соединять сразу с петелькой с боковой спицы. Пока я вяжу изнаночными петлями, я буду соединять изнаночной сейчас. 2 вместе провязала. Так, развернулись. Теперь изнаночная сторона. Первую снимаю, вяжу все изнаночными. Здесь без изменений. Провязываем до конца все 13 петель изнаночными. Так, пришла в конец ряда, последняя петелька, я ее соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе соединили, провязали.
Опять перехожу на лицевую сторону. Опять все петли провязываю изнаночными и делаю по одной добавке. Так, первая на спице, одну добавила. Провязываем остальные петли до конца. В конце ряда сделаю одну добавку, и будет у меня 15 петель. И по изнаночной стороне я начну вязать узор сразу. Так, довязываем до конца. Так, в конце ряда сделала одну добавку. Последние 2 петли, петлю с мыска и петлю с боковой спицы провязала вместе. Так, переходим на изнаночную сторону. Первую снимаю. Теперь здесь у нас добавочная петля, но ничего страшного, из нее буду вывязывать. Значит, из одной петли я вывязываю 3. Одну вывязала лицевую, одну набросила и одну лицевую. Далее следующих 3 петли провязываю вместе изнаночной. Провязала. Следующие опять из одной петли вывязываем 3. Одна лицевая, один накид, одна лицевая. Следующие 3 петли провязываем вместе, и так до конца ряда. Провязали вместе, опять 3. Из одной 1, 2, 3. Вяжем так до конца ряда. Так, кромочную соединили. Переходим на лицевую сторону. Первую снимаю. Все петли провязываем изнаночными. Так, вот 3 петли набраны, провязали. Вот она одиночная, провязали. Вот опять 3 петли провязываем. Так, вяжем так до конца ряда все изнаночными. Так, теперь дальше я буду до конца соединять все лицевой петлей. Последнюю петлю с мыска и петлю с боковой спицы 2 вместе провязываю лицевой. Так, вот он мысок у нас. Теперь перешли опять на изнаночную сторону. Вяжем в шахматном порядке теперь. Если мы в первом ряду с первой петли, после кромочной, которая мы из одной петли вывязывали 3, то теперь начало у нас будет, вот они, их видно, смотрите, эти 3 петли мы провязываем вместе, и далее из одной петли вывязываем 3. Так, 3 петли провязываем вместе изнаночной. Далее вот она, одиночная петля у нас стоит. Из нее вывязываем 3 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Опять дальше, что у нас прям видно, вот набраны наши 3 петли были. Провязываем их вместе изнаночной петлей. Следующая из одной 3. Одну вывязали, вторую, третью. Так до конца ряда. 3 вместе, из одной петли вывязываем 3. Так, и последняя у нас петля. Соединяю ее с петелькой с боковой спицы. Теперь я провязываю 2 вместе изнаночной, по изнаночной стороне соединили. Так, перешли на лицевую сторону. Опять все петли провязываем изнаночными. Давайте еще раз. Сейчас так. Первую снимаем. Все до конца вяжем изнаночными. Кромочную соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой.
последняя. Соединила 2 вместе. Перешли опять на изнаночную сторону. Опять у нас все то же самое вяжем. Первую снимаем. Что у нас теперь? Первая одиночная петля. Мы из нее вывязываем 3. 1, 2, 3. Вывязали. Далее 3 петельки. Провязываем их вместе. Далее опять из одной вывязываем 3. 2, 3. Опять у нас тройная вот петля. Провязываем 3 петли вместе. Сняли. Далее из одной петли 3 опять. Все так вяжем до конца ряда. По лицевой стороне провязываем все изнаночными. Узор, как вы видели, по изнанке у нас формируется. Значит, сколько я провяжу высоту, пока у меня вот здесь вот по кругу не останется 53 петли. Ну, я их потом, я к вам вернусь, сейчас провяжу, потом будем убавлять. Так, что тут и последнее. Все, соединили, значит, так, вяжем мысок, соединяем. Можно любым узором вязать, как я уже говорила. Значит, если нога широкая, у меня 15 петель, можно набрать на пару петель больше. Опять же, примеряйте. Значит, что я сейчас провяжу высоту? Давайте я посчитаю по вот этим вот шишкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Замеряю потом в конце в сантиметрах это и точно пересчитаю количество петель, сколько у меня останется. Значит, сейчас вяжем мысок. Можно это сделать короче. Потом, когда мы будем обвязывать еще вверх, петли лишние просто убавить. Значит, провязываем высоту мыска. Закончила я провязывать мысок. Оставшиеся петли перенесла все на 4 спицы. У меня осталось 55 петель. Сейчас закрою еще по одной, останется 53. Значит, мысок у меня по длине, я его уже замеряла, 12 сантиметров. Теперь последний ряд. Что я теперь делаю? Вот провязала мысок до конца. Теперь опять последнюю петельку я закрываю и пойду вязать по кругу. Один ряд пройду. Так, все сейчас у меня здесь был изнаночный, ой, лицевой ряд был, лицевой. Теперь сейчас один ряд пройду изнаночными и следующий ряд закрою петли. И на этом будет все. Так, вот тут 2 вместе сейчас сразу закрою. Если можно, если нужно посвободнее, можно не закрывать, а просто провязывать. Если поуже хотите этот проем, то в следующем ряду тоже можно еще убавить по одной петле. Так, убавила здесь, подтянули. Все, теперь провязываю вот эти вот все спицы до начала ряда. Все провязываю изнаночными. Так, довязываем изнаночными. Так, провязала я все эти вот спицы, пришла опять в начало ряда. Остались вот 2 петли, опять я провяжу вместе, здесь убавлю, чтобы было поменьше. И теперь... Что будем делать дальше? Закрываем все петли. По 2 вместе провязываю лицевой. Закрываю. Две вместе закрыли. Закроем все петли. При желании можно еще вверх пройтись один ряд крючком, чтобы плотнее было. Вот все, на этом сегодня все. Закрываем петли, аккуратненько, красиво здесь прячем ниточки. На этом я с вами буду прощаться. Закроем петли, закончим вверх. Всем спасибо за просмотр, всем легких петелек.
До новых встреч. Пока-пока.